Я начинаю обрезку с удаления. Ну, здесь, смотрите, опять наросло много. Ну и, как обычно, следующий этап — это... Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, садоводы и огородники. В этом видео я вам покажу обрезку молодых кустов крыжовника, которым по возрасту одному 3 года, другому 4. В прошлый раз я вам показывал обрезку взрослого куста крыжовника, которому 7 лет. Вот как раз он у меня здесь за спиной. Мы с вами его обрезали, обработали от болезней и подкормили. Обязательно посмотрите это видео, там я вам очень подробно все показываю и рассказываю. Но в связи с тем, что поступили вопросы о том, как же все-таки обрезать молодые кусты крыжовника, как их сформировать, чтобы они в дальнейшем имели красивое, хорошее развитие, имели хорошую крону, соответственно, урожаи были большими, ягода крупная. Вот сегодня я вам этот процесс постараюсь наглядно показать и объяснить, как все это происходит на 2 молодых кустах крыжовника. Давайте сейчас перейдем к ним, я изменю вид камеры, и вы сами посмотрите, что это просто и несложно. Но а перед этим, конечно, я вам рекомендую вооружиться хорошим мощным секатором. В иных случаях бывает, особенно при обрезке старых кустов, может потребоваться сучкорез, потому что там побеги достаточно толстые вырастают. А руки, конечно, нужно защитить хорошими перчатками. Сейчас я вам покажу, какие я использую. Я использую вот такие перчатки. Они такие достаточно плотные, прорезиненные. Очень хорошо они держат уколы шипов крыжовника, не пропускают вот эти вот шипы, которые могут повредить руки, и в принципе в них достаточно комфортно работать. Они легкие и защитят ваши руки при обрезке кустарников с шипами, таких как крыжовник, розы, либо ежевика. Итак, я начинаю обрезку с нижней части, мне так удобнее. Это 3-летний кустик крыжовника. Ну и сразу вот давайте посмотрим в центр куста, посмотрим, что здесь у нас выросло. Я начинаю обрезку с удаления побегов, которые являются лишними, загущающими, обломанными, либо подсохшими, старыми. Вот смотрите, вот этот вот поросль, я ее удаляю. Об этом я, конечно, более подробнее рассказал в своем видео про обрезку старых кустов. Но вот смотрите, здесь у меня 3 таких сильных, хороших побега, но их, конечно, маловато. Я хочу сформировать 5 хороших стеблей мощных, на которых бы плодоносил крыжовник в большом количестве с крупной ягодой. Вот смотрите, побег один растет. Он мне очень нравится, я его не буду удалять. Я его лишь немножко укорочу, потому что тут верхушечка подсохшая. Укорочу я его вот таким образом. Смотрите, у меня на каждый крыжовник установлена опора. Как сделать такую опору, у меня есть отдельное видео. Посмотрите, это все очень легко и просто делается. Опора не ржавеет, она пластиковая, служит очень много лет. Смотрите, вот у меня побег выходит за пределы опоры. Если на нем будет ягода, то он будет повисать вниз под тяжестью урожая, поэтому я не жалею и вот так укорачиваю. Здесь будут цветочные почки, соответственно, здесь будет хороший урожай. Далее, следующим этапом я смотрю, вот здесь есть еще один хороший вот такой побег, который я оставлю. На этом стебле у нас еще есть вот такой побег, я его тоже, пожалуй, оставлю, хотя, может быть, его стоило бы удалить. Ну ладно, в этом году оставлю, в следующем году, может быть, и удалю, пока не знаю. Ну вот смотрите, здесь вот этот побег также, мне кажется, длинноват. Я его таким образом, смотрите, укорачиваю. И вот эти побеги, на которых будет висеть и все будет свисать до самой земли, я тоже укорачиваю. То есть мы переходим постепенно на периферию
куста и смотрим, здесь все сухие, свисающие вниз побеги, все удаляем. Так проходимся по кругу. Кустик молодой, это все быстро делается. Ну и центр куста давайте посмотрим. Он у нас не должен быть сильно загущенным. Все побеги, которые растут в центр куста, веточки, я рекомендую удалять. Не жалеть, даже если они молоденькие, рекомендую их удалить. В этом случае будет лучше освещаться центр куста, проветриваться, крыжовник будет меньше болеть, а ягоды будет в итоге больше. Ну и смотрите, вот центральный побег, тут мне кажется, он слишком длинным, поэтому я его укорочу. Вот этот побег тоже наполовину укорочу, чтобы он не свисал, не обвисал под урожаем ягоды. Ну и здесь вот тоже вот эти вот я веточки укорочу примерно на 1/3. Ну и вот здесь центр смотрит, эти побеги, я их удаляю. Удалять надо стараться, конечно, без оставления пеньков. Крыжовник любит обрезку, хорошо на нее отзывается. Главное не давать ему сильно загущаться, тогда вы будете всегда с крупной ягодой. Ну вот и вся обрезка. Смотрите, показываю вам общий вид кустика. Вот, все аккуратненько, все быстренько, все подрезал. Переходим к более старому кусту. Ему уже 5 лет. Он, конечно, вот более такой загущенный вид имеет. И опять же, давайте начнем снизу куста обрезать. Ну, здесь, смотрите, опять наросло много молодой однолетней поросли. Я ее почти всю вырежу. Так. Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5. Ну, достаточно, конечно, 5 побегов, но один центральный я все-таки вот там в центре один побег молодой оставлю. Если вдруг какой-то у меня стебель, так скажем, выйдет из строя, он его заменит. Всего будет в этом кустике 6 побегов. Один будет молодой, расти будет из центра. Поэтому, смотрите, сейчас я вам поближе покажу. Всю вот эту поросль, всю я удаляю. Удалять желательно, конечно, поближе к земле, не оставлять пенечков, но уж как получится. Не всегда это получается идеально, но вы не расстраивайтесь. При ежегодной регулярной обрезке все у вас получится, и вы быстро научитесь его быстро и правильно обрезать. Сейчас я все удалю лишнее, вам покажу уже конечный результат, что у нас осталось в центре куста. Вот, смотрите, один побег оставлен. Вот он, достаточно хороший, высокий. Но я его тоже сейчас вам покажу чуть попозже. Я его немножко прищипну верхушку, чтобы он все-таки рос таким более разветвленным побегом, для того, чтобы урожайность повысилась. Ну и как обычно, следующий этап — это удаление всех побегов, которые слишком низко опускаются, отросшие. Все вот так по кругу нужно пройти и удалить лишние побеги. Ну вот смотрите, вот показываю, вот вам тоненький, он будет свисать вот под тяжестью ягоды, поэтому я его удаляю до хорошей вот развилки. Здесь можно не укорачивать, он и так короткий. А вот следующий я немножко укорачиваю. Вот побег тоже, вот он будет висеть до земли. Зачем нам это нужно? Там я его укорачиваю. Здесь таким же способом. Вот смотрите, развилочку раз, удалил. Сюда перешел, удалил. Здесь вот так вот я укорочу. Пусть вот эти два боковые будут нагружены ягодой. Ну и переходим к центру куста. Здесь центр куста у меня в этом году хорошо так загустился.
Вот эти мне совсем не нравятся ветки. Я их удалю. Вот, смотрите, веточка, также я ее удалю. Вот он, освещается центр куста. Вот он, наш побег молоденький, который мы оставили. Я его пока прищипывать не буду, пусть растет в этом году так. Ну и здесь тоже вот я удаляю ветки, побеги, которые смотрят в центр куста. Таким образом даю возможность лучше освещаться. Здесь будет все в ягодах. В этой части ягода будет и на этой части, за периферией, за пределами опоры. И также и внутри собирать будет очень легко. Ну, поменьше руки просто колоть. Ну и ягода будет, соответственно, крупнее. Не нравится. Вот идет. Это непонятно здесь растет. Тоже не нужна. И тут тоже можно укоротить. А здесь такое тоже как бы образовалось загущение. Здесь я немножко разрежу. Свободнее, чтобы было. Вот таким образом. Вот тоже веточка растет в центр куста. Я ее уберу. Вот эту. Видите, наглядный пример. Убрали. Ну и общий вид. Смотрите. Провел быстро обрезку 2 кустов. Щадящая обрезка в питомниках, точнее в фермерских хозяйствах, где выращивают большое количество кустов крыжовника, режут еще более интенсивно, беспощадно, но для дачи и для загородного дома такая обрезка вполне оправдывает себя. Я ее называю обрезка на максимальный урожай. Красивый получился кустик. В дальнейшем он принимает красивую шарообразную форму. Растение меньше болеет за счет того, что лучше продувается и хорошо освещено. Ну вот, друзья мои, закончили с обрезкой. Как вы видите, все легко и просто. Буквально несколько слов скажу об обработке от болезней. Хотя и эту тему освещал в своих прошлых роликах, но быстренько скажу, что сейчас обработать крыжовник лучше всего самым простым способом. Можно использовать медный купорос. 100 грамм медного купороса растворяете в 10 литрах воды и опрыскиваете. Обрезку крыжовника я проводил в этом году в ноябре, после листопада. Сейчас у нас хорошая погода. Видите, еще снега у нас нет в Московской области. И стоят плюсовые температуры. Оптимальное время для обрезки, так как крыжовник просыпается весной очень рано. И многие из нас еще не успевают приехать на дачу. Еще достаточно прохладно. Поэтому рекомендую вам проводить обрезку крыжовника, малины, ежевики и смородины в осенний период. В средней полосе в Московской области этот процесс можно проводить примерно с середины октября до середины ноября, в зависимости от погоды. Если ваш крыжовник в этом году плохо рос, ягода была мелкая, а вы вроде бы все правильно делали, обрезаете регулярно растение, то в этом случае, конечно, рекомендую вам сделать подкормку. Сейчас в осенний период есть специальные удобрения осеннего типа, где мало азота, но большое содержание фосфора, калия и микроэлементов. Под взрослые растения используем примерно 2 столовых ложки, рассыпая по периферии, по кроне куста, просто на землю, без заделки в грунт. Под молодое растение, 2-3-летнее, используем 1 столовую ложку осеннего удобрения, и это будет хороший задел на следующую весну, когда растение только-только начнет вегетировать, сразу получит все элементы питания в нужном объеме. Всем большое спасибо за просмотр, хороших вам урожаев, подписывайтесь на канал, если видео было вам интересно, можете поставить лайк.